Здравствуйте, гадание для Козерога на ноябрь 2022 года. Но сначала посмотрим в конец октября. А в конце октября у нас случилось уже солнечное затмение. Частное солнечное затмение 25 октября произошло для каждого знака зодиака в своем доме гороскопа. И в ноябре мы вступаем вот в вибрациях, в энергиях этого самого затмения, или в коридоре затмений, как иногда говорят. И поэтому полезно знать, в каком же доме у вас, дорогие козероги, случилось это солнечное затмение. А оно случилось у вас в 11-м доме. 11-й дом – другие люди. Так, по-простому он называется 11-й дом – другие люди. То есть туда попадают вообще все люди, которые вам не друзья и не партнеры, не жены, не мужья, не женихи, не невесты, не родственники. Но тем не менее это люди, это социум в целом. Вот так вот. Слава, популярность, известность, общественная жизнь, волонтерство, участие в жизни групп. Это все 11-й дом. Поэтому предполагается, что под этим затмением у козерогов должны расширяться общественные связи, то есть козероги должны выходить в мир, что называется. Но нам повезло, живем мы в эпоху интернета, выходить в мир очень легко, достаточно только вот крышку компьютера открыть, правда же, да? И к чему, собственно, вообще 11-й дом, активный или неактивный в натальной карте, всегда сообщает, насколько человек обязан, должен быть вовлечен вот в общественные процессы, насколько человек должен интересоваться политической жизнью или жизнью других. И если у вас в натальной карте, в гороскопе рождения этот самый 11-й дом активный, может быть, очень самый даже активный, да, может, у вас вообще карма гороскопа вашего попадает как раз вся туда, все счастье, вся энергия, да, то, конечно, залог успеха будет для вас это вот проживать очень массово этот 11-й дом, ознакомиться как можно с большей массами людей, поддерживать как можно большие разные общечеловеческие какие-то планетарные общественные интересы, участвовать в политической общественной жизни и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас для вас просто эта тема такая мягкая, пластичная. Сейчас я имею в виду начало ноября, конец октября, начало ноября, может быть, и попозже, и весь ноябрь. Тема пластичная, то есть у козерогов появляются возможности, а может быть даже время как-то обязывает вас заглянуть в жизнь других и с какими-то незнакомыми, доселе неизвестными людьми подружиться, объединиться для каких-то целей. Работа. Что скажет карта про работу? Раз и два. Козерогу карты на работе обещают трудности, которые ведут к кризису. И, возможно, даже к кризису потери, к кризису, который даже невозможно пережить, который вот неизбежно случится, что бы вы ни сделали, а вы все равно его не удержите. Девятка жезлов, карта личной силы. Она призывает вас к подвигу и призывает вас ходить на работу как на подвиг, призывает вас очень стараться в исполнении профессиональных обязанностей, очень стараться и в отношениях, то есть налаживая какие-то деловые контакты и связи. То есть вы должны быть всегда подтянуты. Это не время отдыхать, это время постоянно, знаете, преодолевать себя и очень-очень стараться, даже биться за что-то. В классических картах, в классических колодах Таро на девятке жезлов изображают человека с забинтованной головой. То есть забинтованная голова – это, по сути, образно те жертвы, те потери, те риски, которые вы несете в связи с работой. Может быть, в связи с устройством на новую работу или в связи с вашим бизнесом и так далее. Придется постараться. А рядом карта башни. И то ли вот этих ваших стараний все равно будет недостаточно и что-то разрушится. Вот, например, вы стараетесь в это время привлечь внимание начальства, чтобы заработать новую какую-то завидную должность. Да? Но старались, сами устали, но этого оказалось все равно недостаточно. И
башня, ваш план, связанный с этой должностью, рушится. Ну, причем башня — это же разрушение уже такое тотальное и насовсем. Это не тот случай, когда просто откладывается карьерный рост, а тот случай, когда все, вам больше нечего ждать и не на что рассчитывать. А может быть, как раз, это частный более случай, однако тоже мы должны сказать, а может быть, как раз ваши вот эти усилия, но чрезмерные или направленные не в ту сторону, приводят как раз к этим разрушениям. Знаете, жизнь вообще парадоксальная вещь, человеческая жизнь, а профессиональная жизнь и жизнь в коллективе тем более сложная и запутанная. Так, например, с этой 9 жезлов вы можете очень стараться понравиться начальству на новой работе. Очень сильно стараться. Буквально вы можете работать больше, лучше других. Всегда быть на виду, всегда проявлять инициативу, выше всех тянуть руку и так далее. А в итоге именно за то, что вам больше всего надо, вас и уволят. Понимаете, да? Вот. То есть здесь какая-то борьба предполагается для вас в профессии или в бизнесе, исход которой во многом обречен. Но двойственность, да, Вселенной, двойственность нашего предсказания в том, что бороться все равно нужно. Вы тут как будто бы бежите на месте, предполагая потери, предполагая перемены, но отказаться от этого бега все равно никак нельзя. В целом обе карты, конечно, если не брать частные случаи, описывают трудности, кризисы, потери и потерю даже, возможно, работы. Но это в лучшем случае. А может быть и потеря другая, потеря репутации, например, деловой для предпринимателя, или потеря вообще поприща в целом. Понимаете, да, что в наше сложное время можно потерять не просто работу, а профессию, например, востребованность профессии в какой-то определенной стране, востребованность специализации какой-то своей, или востребованность бизнеса, к которому вы привыкли, в котором много знаете и много умеете. Карты, в общем, предупреждают вас о трудностях, связанных с работой. Тем не менее, это не отменяет необходимости бороться и какие-то подвиги делать для вас. Вот представьте. Далее деньги для Козерога. Раз, два. Про деньги вам расскажут. Ого, 2 шестерки. Прям загадывайте желание. Загадывайте желание, я серьезно говорю, потому что 2 шестерки не так часто выпадают, и они вот такие вот красненькие. Да? И пара очень-очень хорошая. Обещает исполнение вам денежного желания. Может быть, это как раз то желание, которое вы сейчас и загадали. Исполнение денежного желания. И карты говорят, что с деньгами-то все будет хорошо. Любые ваши начинания, там, я не знаю, что-то купить или продать, выгодно заработать или инвестировать, вложиться, как-то распределить ресурсы, или, может, вы подарок какой-то ждете. В конце концов, шестерки – это карты помощи и взаимопомощи. Мы про это тоже должны здесь сказать. То есть подарки будут получены. Подарки любые, это могут быть и господдержка, и субсидии какие-то, и выплаты, и компенсации и так далее. Вот. Но самое главное, что это какая-то необыкновенная удача. Такое чувство, что звезды вот именно в деньгах для козерогов сойдутся, чтобы осушить старые слезы, или закрыть старые долги, или в это время деньги, доходы позволят вам купить то, что вы давно хотели и давно не могли себе позволить. И да, шестерка пентаклей – это карта милости или милостыни, по ней приходят деньги, необходимые именно здесь и сейчас, в настоящий момент, необходимые вам для счастливой жизни. Ну, а шестерка кубков – карта очень ностальгическая, и она говорит, что
какой-то покой вот через материальную сферу, какой-то покой, какое-то успокоение придет. И это добрая помощь, доброе расположение чье-то. Поэтому можете рассчитывать именно на помощь материальную. Помощь, он что-то дают. Я не знаю, помощь на работе, может быть, помощь от родственников, в конце концов. Или от друзей. Далее про любовь. Вам расскажут вот эти вот карты. Таро «Кошачий глаз». Здесь везде сюжеты из жизни котиков. Сюжеты самые разные, напряженные или добрые, радостные, милые или грустные. Опасности кошачьей жизни здесь есть. Про любовь задайте картам ваш вопрос. Чего вы хотите дождаться в ноябре в любви? Какой должна быть ваша романтическая жизнь? Раз. Два. Ну что ж, карты в целом неплохие. Есть старший аркан, карта императрицы, и есть четверка мечей. В целом все очень хорошо. И в вашей жизни все прибывает и прирастает. Но всего надо будет ждать. Вот в целом посыл такой. Вот карты вам это говорят. С одной стороны, карта императрицы для любви очень-очень хорошая, потому что это такой собирательный образ женских энергий. Для всех женщин-козерогов карта – это момент, ну, что называется, вот возможность почувствовать себя женщиной. То есть карта как будто бы подчеркивает ваш женский статус или говорит о переменах в женском статусе. Перемена женского статуса. То есть была холостая девушка, свободная, а тут она замуж собирается. Была невеста, стала жена. Была бездетная, потом будет молодая или будущая мама. То есть вот когда статус женщины меняется, выпадает эта карта императрицы. И она действительно очень женская. Она как будто бы покровительствует и женской любви, и женской мудрости, и разным женским, ну, не знаю, может быть, и хитростям, и манипуляциям тоже, куда деваться. Да, это все как-то вместе, и мудрость, и манипуляция идет. И она обещает, конечно же, чувства, конечно же, любовь, конечно, ну не только любовь, знаете, для любви много других карт в колоде есть. Да? Она обещает именно реализацию, реализованную любовь. То есть это ваши чувства, которые вы можете конкретно приложить в партнерстве, реализовать. То есть это отношения, это брак, это вот близкий человек рядом, партнерство. Это и ваша забота, и вот, ну, это вот весь спектр таких женских любовных проявлений. То есть тут очень-очень много всего, до, как я уже сказала, до деторождения, вот и там чего угодно. Что карта императрицы советует? Ну, естественно, она советует расточать, потому что императрица очень щедрая. Это самый щедрый персонаж вообще в колоде Таро. Она очень щедрая, и карты поэтому вам советуют, ну что, любить. Просто советуют любить, не считая и не считаясь со своими там какими-то интересами. Нет, она не советует вам жертвовать и совершать глупости, нет. Но вы должны вот себя сравнивать, вы должны увидеть в этой карте себя. Потому что, ну, не случайно императрица кошка с котятами. Да? Могла быть просто красивая кошка. Сидит и такая вот императрица, красивая породистая кошка. Нет, она с котятами. Это потому, что нам нужен образ дающей императрицы. И карта эта вас призывает очень заботиться о любимом человеке. Потому что только дающему воздастся, да, только рука дающего не оскудеет, а рука, которая не дает, она обязательно оскудеет. То есть карта имеет здесь и прикладное значение, например, что вас ждет беременность просто, да, императрица – это женщина детородная, которая рожает, да, фертильная женщина. Так она имеет много тонких и каких-то высших смыслов. Высших смыслов таких. Она предлагает вам и простить любимого человека, например, в это время,
Именно такое прощение должно быть с вашей стороны. Вы должны первое пойти на уступки, первое, может быть, и прощение попросить. Женщина никогда не просит прощения. Ой, что я сказала, это невозможно. Вот. Ну, в общем, и ваша инициатива. Эта же карта говорит, что очень много будет вашей власти. То есть выбирать, куда свернут ваши отношения, выбирать, не знаю, партнера, влиять как-то на него. Это все в вашей власти. Императрица – это такая властная женщина, которая явно главенствующее положение в семье, в паре занимает и так далее. И вот очень много успеха вашего в личной жизни в этом ноябре будет зависеть от вашей способности, ну, быть вот императрицей, понимаете, да? То есть, с одной стороны, это уверенность в себе, а с другой готовность бесконечно давать, раздавать. Ну и рядом чуть-чуть я скажу про это четверка мечей. А четверка мечей – это карта забор. Вынужденный отпуск, вынужденная остановка. Вот представьте, что все вот это прекрасное, вышеперечисленное, вот эти все женские счастья и радости, да, все это как будто бы оказывается для вас временно недоступно, как будто бы Вселенная показывает, что у вас вот это все рядышком, все это может быть, причем с конкретным человеком, но и та же самая Вселенная как будто испытывает и заставляет вас ждать. Четверка мечей советует вам не торопить события. Кстати, в целом обе карты, кстати, да, предлагают вам ожидание, проверить себя на прочность. Императрица, четверка мечей – это девушка, которая ждет парня с откуда-то, из какой-нибудь длительной полярной экспедиции, например. Вот это вот такой вот портрет. То есть умение не только прощать, умение ждать, терпеливость и умение не торопить события. Представляете? То есть вообще очень содержательные советы. Ну и теперь ваша вот такая вот, да, новые романтические знакомства, я сказала, очень даже возможны, но на дистанции все-таки. Это романтические знакомства любовные, которые не могут сразу перерасти в роман какой-то понятный. Не может перерасти, потому что, ну, например, есть разлука какая-то. Разлука. То есть это могут быть отношения на расстоянии. И теперь домашние дела. Раз и два. Что вас ждет дома, в семье, по месту жительства? Ах, пятерка мечей, что-то она многим у нас выпадает на домашние дела. И восьмерка мечей. Грозное предупреждение. Обратите внимание на ваш дом. Придется поругаться дома. Дома вам буквально придется ругаться. С кем вы уж сами выбираете и разбирайтесь. Но пятерка мечей очень спорная карта. Кстати, какому цветку? Астра. Астре досталась такая сомнительная участь. Она попала на пятерочку мечей Астра. А вот пятерка мечей. Ссоры без повода, чья-то критика. То есть вам придется слушать дома от родственников своих, там, не знаю, старших, младших, близких, далеких, скорее близких, тех, с которыми вы живете, слушать какую-то критику, выслушивать какие-то претензии. И восьмерка мечей, она прямо здесь очень логично ее продолжает и как бы ей подпевает, потому что восьмерка мечей – это не свобода, это вмешательство, грубое чье-то вмешательство в ваши домашние дела. То есть в самой легкой форме с этими картами могут быть навязчивые советы вам от кого-то из родственников. Не знаю, как жить, что купить, с кем жить, куда ехать или где оставаться. Вот. А в самом жестком проявлении здесь, ну, прям такая вражда, выраженная и довольно длительная, может возникнуть именно между родственниками. А какой совет дают эти карты? Кстати, совет очень очевидный. И хорошо, что вот когда такие карты выпадают вовремя, если к ним прислушаться, то можно многих проблем в жизни избежать. Пятерка мечей советует вам
не поддаваться на провокации. Если вас кто-то пытается с вами затеять откровенный, ссорный такой разговор, вызывает, знаете, вот на грубость кто-то нарывается рядом, то для вас лучший выбор не реагировать. Вот представьте, вообще не реагировать, не вестись, что называется. И вы себя спасете, и, в общем, того, кто вас задирает, тоже спасете, ему тоже поможете. И 5 мечей ни в коем случае не советует вам в это время затевать острых разговоров. Это не время для откровений, чтобы кому-то высказать претензии, например. Это всегда закончится плохо, а скорее не закончится никогда. Перерастет просто в долгие испорченные отношения и в большие-большие нервы. Вот. И 8 мечей конкретный совет дает: от несвободы, от чьего-то вмешательства, вероломного, лишнего, как можно быстрее избавляйтесь. Ваша задача, представьте, ну вообще тут такой баланс, это, знаете, по острию пройти, я бы сказала, потому что, с одной стороны, надо не отреагировать на манипуляции, то есть не ответить на грубость грубостью, это самообладание, да, такое вот у нас должно быть, а с другой стороны, надо выкрутиться. И вот эти путы, которые на вас кто-то пытается навесить, это могут быть и чувство вины, это может быть и какие-то дополнительные обязательства. Вот. И это нужно не взять. От этого нужно как-то отказаться, выпутаться из этой вот истории. Ну, в общем, советы очень понятны. Вот такой разный ноябрь ждет козерогов, а я благодарю вас за то, что провели время в моей компании. Увидимся.